Birisi ya benim geçmişime eşeliyor ya da benim geçmişimin ta kendisi. Hiçbir kişisel hırs bizi davamızdan alıkoyamaz. Polis depoyu basmış. O zaman başka muhbir var. Ne biliyorsan söyle. Nisan! Benim için mi geldin? Evet, senin için geldim. Привет, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. В тот момент, когда Эшреф выйдет за дверь, звук захлопнувшейся за ним двери пронзит его сердце, словно кинжал. Гнев выплеснется наружу резким шагом, но на самом деле это будет не гнев Ниссана, а его собственное отчаяние. Когда он сядет в машину, он схватит руль так крепко, что костяшки пальцев побелеют. Двигатель заведется, но Эшреф не сможет пошевелиться, ноги словно отказываются нажимать на педаль. Потому что он не может ехать. От отчаяния в глазах Ниссана у него перехватит дыхание, и внутри нарастет невыносимая боль, словно в груди лежит огромный камень. Его гордость будет кричать «все кончено», он не вернется, но даже сквозь эти крики сердце будет беззвучно шептать имя Ниссан. Эта тишина обострит внутреннюю борьбу Эшрефа, и в ту ночь он никому не откроет дверь, даже не выключит телефон. Все в доме будут встревожены, но Эшреф не ответит, потому что, если она заговорит, почувствует, что не сможет сдержать слез. Когда Ниссан рухнет на пол в доме Динчера, обремененная тяжестью произнесенных слов, она переживет момент, который разрушит не только ее тело, но и душу. Когда она откроет глаза, стены комнаты сомкнутся, словно веревка, обвивающая каждый ее вздох. Сожаление, которое взорвется внутри, будет безжалостно бить ее, словно пощечина за пощечиной. Она будет цепляться за Ермака и рыдать, и рыдания, вырывающиеся из ее горла, превратятся в крик, настолько сильный, что его никто не услышит. Чем больше она будет пытаться защититься, тем больше будет демонстрировать свою уязвимость. В ту ночь Ниссан примет решение, звездочка, звездочка, она будет бороться, чтобы вернуть Эшрефа, звездочка, звездочка, точка, звездочка, звездочка, но для этого ей сначала придется разорвать цепь, созданную Динчером, а эта цепь будет состоять из ее страхов, прошлого и детских травм. Противостоять им будет нелегко. Никто в доме Эшрефа не увидит света в эту ночь. Она будет сидеть одна в своей комнате, включая и выключая зажигалку на столе, возможно, прикуривая и гася сигарету. Она будет смотреть на льющийся из окна дождь, и точно так же, как капли дождя падают на стекло, та же боль капля за каплей хлынет в ее сердце. Она будет повторять про себя слова «все кончено» снова и снова, но каждый раз, произнося их, она не сможет заглушить биение своего сердца. Все будут думать, что ее поглотит ярость, которая уничтожит Ниссана, но на этот раз все будет иначе. Потому что Эшреф не просто разозлится, он будет убит горем, и эта обида будет погружаться в нее, словно безмолвный, медленный огонь. На следующий день Ниссан будет снова и снова тянуться к дверному звонку перед своей дверью, но только для того, чтобы отдернуть его. Она будет ждать часами, дрожащими руками, но не сможет позвонить. Потому что когда она встретит Эшрефа, она не сможет посмотреть ему в глаза, слова застрянут у нее в горле. Поэтому она попробует другой подход. Она схватит блокнот и расскажет ему о землетрясении, которое пережила в детстве, о том, что потеряла, о криках, которые слышала в темноте, о звуках обрушившихся на нее обломков, от которых у нее перехватывает дыхание. Она будет исписывать страницы и страницы, каждое предложение, обогренное слезами, и оставит блокнот на пороге Эшрефа. Этот блокнот будет тяжелым, словно в нем поместится весь мир. Когда Эшреф откроет блокнот, слова обожгут ему глаза, боль между строк пронзит сердце, словно кинжал. Когда он прочтет строчку «Эти фотографии», все началось в один миг, пальцы Эшрефа задрожат. Потому что он поймет, что эта фотография поистине переломный момент в детстве Ниссана. Фраза на последней странице блокнота «Я собиралась выбрать тебя» лишит Эшрефа дыхания. Когда он осознает, что Ниссан заключила сделку с Динчером не ради того, чтобы быть одной, а чтобы защитить своих близких, он глубоко вздохнет, словно тонна свалилась с его плеч, но в то же время на него ляжет тяжесть сожаления.
Сердце Эшрефа снова забьется, когда он осознает, насколько хрупка Нисан и какую силу она скрывает под этой хрупкостью. В этот самый момент всплывет видео, сохраненное на флешке, и когда Нисан услышит мужской голос за камерой на детских кадрах Эшрефа, ее мир внезапно взорвется. Глаза Нисан расширятся, руки задрожат, и она упадет на колени. Ведь судьба свела их много лет назад, затем разлучит, а теперь снова сведет. Однако Чикдем полностью потеряет контроль над собой, чтобы предотвратить этот союз. Ее гордость, не способная смириться с тем, что Эшреф не выбрал ее, выйдет из-под контроля. Однажды ночью она загонит Эшрефа в угол и скажет: «Ты будешь со мной». Эшреф на мгновение закроет глаза и замолчит, но когда в его памяти мелькнут глаза Нисан, он отступит. «Я не могу», — скажет он. Эти слова разрушат все стены внутри Чикдем и омрачат ее разум. В тот же час ловушка Кадира взорвется, ночь пронзит стрельба, и война обострится. Эшреф и Нисан окажутся в эпицентре этого конфликта, и как бы они ни старались держаться подальше, судьба снова сведет их. Во время ссоры Нисан смотрит на Эшрефа со слезами на глазах и говорит: «Ты снова собираешься уйти от меня». После долгого молчания Эшреф встретится с ней взглядом, его губы дрожат. «Звездочка, звездочка, я на самом деле никогда не уходил, я всегда был с тобой, звездочка, звездочка». И в этот момент два израненных сердца вернутся друг к другу, но это возвращение будет нелегким, разразятся бури, война закончится, правда откроется, и эта любовь станет еще сильнее, несмотря на все трудности. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. Прощай.